Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже 4-й год я интересуюсь Казахстаном и всем, что с ним связано. Как-то так получилось, что затянул меня один казахский певец, Димаш Кудайберген. И вот теперь все как-то закрутилось, что вот я перед вами. Причем я вижу, что не только у меня такой интерес к казахам и к Казахстану. Я вижу, что и вас тоже интересует эта тема. Я вижу, что огромное количество людей интересуется феноменом казахов. И причем это люди не только с постсоветского пространства. У нас на каналах собрались друзья из порядка 200 стран. И для большинства наших видео мы делаем субтитры более чем на 20 языках. Вообще для меня стало загадкой, почему люди стали так интересоваться Казахстаном, казахской культурой, музыкантами, спортсменами из Казахстана. Я понимаю, что очень интересно следить за молодыми талантами, и это всегда было очень захватывающе – следить за успехами сильных мира. Но как так получается, что люди, которые никогда ничего не знали о такой стране, ничего не слышали, и вдруг узнают, что, оказывается, это 9-я страна мира по территории, что живет всего 19 миллионов жителей, и при этом выходцы из этой страны впечатляют своими способностями, своими взглядами, философией, да и просто своим отношением к миру, к жизни и к другим людям. Могу привести очень интересный пример. Я знаю, что в Нур-Султане есть дворец мира и согласия. Это сразу и собор, и мечеть. Это место, где могут собраться представители любых религий. Также я знаю, что мусульмане в Казахстане празднуют христианские праздники, такие, например, как Пасха или Рождество, и множество других интересных вещей. В том числе благодаря Димашу у нас появилось много друзей со всего мира. Мы много общаемся с самыми разными людьми. А кроме того, мы иногда делаем международные онлайн-концерты. Это концерты, в которых люди поют казахские песни, и многие из них поют на казахском языке. Это что же получается? Казахская культура захватывает сердца людей самых разных возрастов, профессий. Это люди совершенно разных стран, с разной историей, разной культурой, обычаями и религией. Давайте попробуем вместе понять, что произошло с миром и почему все так увлечены Казахстаном. Чем казахи захватывают душу человека и как это может повлиять на жизнь в нашем мире, на нашей крохотной тесной планете, в мире, где за всю историю человечества полно случаев страданий и мучений. Я решил поинтересоваться, что думают об этом люди с самых разных частей света. И сегодня в нашем фильме вы в том числе узнаете мнение интересных людей о казахах и Казахстане. Это умные люди, настоящие философы с богатым жизненным и духовным опытом. Это преподаватели, учителя, музыканты и вокалисты. И, возможно, они помогут нам раскрыть феноменальный интерес к Казахстану. Как я уже говорил, на наших онлайн-концертах часто звучат песни на казахском языке. И несмотря на то, что в детстве я учился в музыкальной школе и даже пел в хоре, я не могу считать себя музыкантом. Но в то же время мой дилетантский слух все равно считает, что во время этих исполнений у артистов удается передать и казахский дух. Они пропускают через себя песни, и у многих это прекрасно получается. Например, профессиональный музыкант, автор песен и певец Фабио Казаля, живущий в Риме, добавил в свой репертуар уже около 10 песен на казахском языке. И его исполнение по-настоящему достает до глубины души. Конечно, наверное, найдутся и те, кто скажет, что у некоторых артистов не идеальное произношение. Это, конечно, правда. Все-таки они же не казахи. Но, например, я, когда смотрю и слушаю, как Фабио выступает с очередной песней, я ощущаю, насколько глубоко в него проникает казахская душа. Скорее всего, Фабио уже процентов на 10 казах. А может быть, у него и ранее были казахские корни. Prima di Dimash non ho mai sapevo solo che esisteva, ecco, per essere molto sinceri. Non si può non dire che Dimash abbia, diciamo, creato questo interesse in me sul Kazakistan. Ovviamente prima non conoscendo assolutamente nulla, Dimash è stato, diciamo, il veicolo, la via per arrivare a conoscere un po' il Kazakistan. Io stesso, da musicista, musicalmente, forse qualcuno lo saprà anche, ho cantato canzoni popolari che Dimash stesso cantava, anzi lui prima di me, e ne ho potuto assaporare la bellezza e poi anche la melodia, che poi su certi versi somiglia anche molto a quella italiana. Di per sé comunque questa di Dimash è stata una fortuna, perché tramite lui molta gente si è interessata alla cultura kazaka in tutte le sue forme. Ogni paese, se poi lo vai a conoscere da vicino,
nasconde tesori e bellezze a noi sconosciuti. Fondamentalmente, grazie a Dimash, vengono fuori queste realtà. Удивительно, как так получается, что Фабио из Италии, а я напомню, Италия — это родина таких вокалистов, как Бачелли, Паваротти, Каруза, и вот итальянец поет казахские песни, и они у него получаются по-настоящему казахские. Как-то он прочувствовал, что ли, казахский дух. И, кстати, Фабио мечтает о том, чтобы когда-нибудь посетить Казахстан. А я, в свою очередь, очень бы хотел, чтобы его мечта сбылась. Я надеюсь, что, возможно, когда-нибудь его версия Дайдидао или Самалтау, может быть, Карагымай, прозвучит где-нибудь в районе озера Бурабай или где-то в летней степи у костра, в компании таких же настоящих джигитов. Кстати, Фабио даже пытался найти для одного из выступлений казахский шопан. Правда, безуспешно. Все-таки в Италии не так много шопанов. Но я думаю, если у него появится возможность посетить Казахстан, то кто-нибудь ему, наверное, такой подарок, возможно, сделает. Все-таки, насколько я знаю, казахи очень благодарный народ и всегда очень тепло относятся к тем, кто проникся душой к казахской культуре или просто к Казахстану. Также, например, как и наша подруга Кармен из Чили, она преподавательница английского языка, и она тоже влюблена в Казахстан, хотя ни разу там еще не была. И так как она находится в другом полушарии, сегодня она пока что может только мечтать о том, чтобы когда-нибудь посетить эту прекрасную страну. Why the Kazakhs are in trend nowadays? Because of Dimash. That is one of the reasons. He is one of the reasons. Because they are really talented. Because they have got discipline, thorough discipline. And because their teachers supporting them, and their nation, their whole country supporting them also. I have got the belief that for Kazakhstan, culture does matter. And if you ask me how I understand this phenomenon, Kazakh artists seem to have the raw material, and that's the most important thing. Maybe given by nature. Who knows? Their own family supporting them. Maybe it's because their ancestors bring all this passion, all this love, all these gifts, which we can perceive through art and culture nowadays. I just have to say thank you Kazakhstan, how you keep on doing great things. Kazakh artists, keep on doing it. Okay, you're doing a great job. Thank you. Кстати, несмотря на то, что Кармен не поет, все равно знакомство с казахстанцами пробудило в ней творческую искру. И она вместе со своими подругами способствовала созданию настоящего традиционного чилийского танца, посвященного Димашу. Кстати, Димаш стал первым в мире вокалистом, которому посвятили сразу 3 куэки. Как раз национальный чилийский танец, он и называется куэка. Также недалеко от Латинской Америки в США живет и уже, наверное, знакомый вам американский эксперт Джей Кей, который и преподаватель, и тренер, ну и также великолепный вокалист. Так вот, Джей Кей вообще считает, что сейчас происходит настоящий культурный переворот и сравнивает сегодняшний Казахстан с Великобританией времен Битлз, когда британские музыканты и британская культура захватила весь мир. I'm wondering if it's going to be like the British invasion of the 1960s,
which will now be the Kazakh invasion, which the British invasion of the USA in the 1960s, led by the Beatles, and then others came along in British culture. And then the Kazakh invasion of the world in the 2020s, and it led by Dimash. It's already invading the other parts of the world and starting to break into American Western culture. В Америке у Димаша действительно много поклонников. И, например, американская скрипачка Санг Шен, благодаря знакомству с Димашем, так же как и мы, стала изучать казахскую культуру. И теперь ее интерес к Казахстану не ограничивается только Димашем. И для нее, как для инструменталиста, особый интерес вызывают музыкальные инструменты из Казахстана. Также она поделилась своими соображениями. А почему же казахстанцы сейчас популярны во всем мире? Kazakhstan culture that I've learned a lot about its origin and where the folk music coming from. The song I just played was by Kazakhstan's most well-known composer, poet, and philosopher Abay. Thanks to Dimash, I was introduced to his work, and I truly admire his music. And I would love to play more of his compositions in the future. I discovered that there are so many beautiful instruments that that culture has, like dombra and kabuz. I hope I pronounced correctly. Those are really two very unique instruments. So I think it should be really taken up on the world stage. Those instruments, they just have such a unique, incredible sound. In general speaking, I think Kazakhstan music is just so distinguished. It's so different from any other culture. It has the combination of the traditional Western European music base, but then they have their own very distinguished harmonies and very distinguished characteristic. Partially, I think it's because their culture was from the nomadic background, but now I have seen the picture of Kazakhstan is extremely modern and very cutting edge. So it's really a very cool mixture of its old origin and the modern development. Кроме того, Санг стала углубляться в историю Казахстана. Она разнообразила свою жизнь множеством интересных знакомств, а ее преподавательская деятельность получила новое развитие, так же, впрочем, как и ее творчество. Да, действительно, казахские песни звучат в самых разных странах. И еще одна певица, Лара из Португалии, она одна из первых стала петь песни на казахском языке. Лара очень быстро стала популярной в Казахстане. Она получает приглашения от телевизионных каналов, а ее видео с исполнением песни «Незабываемый день» собрало уже более 900 тысяч просмотров. Возможно, когда вы смотрите этот ролик, перевалило уже и за 1 миллион. А еще одна прекрасная девушка, жизнь которой изменила знакомство с казахами, живет в Индонезии. Она спела кавер на песню Димаша, и он был настолько благодарен ее теплому отношению к его творчеству, а также, конечно, ее вокальным данным, что пригласил Ремар спеть дуэтом в 2019 году на концерте в Санкт-Петербурге. Кстати, да, вы, наверное, знаете, мы же тоже из Петербурга, и да, также благодаря Димашу мы познакомились и с Ремар, и она несколько раз выступила на наших онлайн-концертах, а сейчас стала большой звездой у себя на родине. Она стала победительницей в шоу «Идол Индонезии». Всегда очень интересно наблюдать, как Казахстан меняет жизни людей. И давайте ненадолго вновь отправимся в Латинскую Америку, в Сантьяго, столицу Чили, где живет преподавательница истории Химена Бустос.
Несмотря на то, что ее профессией является история, она прекрасно поет, а ее исполнение песни «Сам Алтау» покорило слушателей на нашем онлайн-концерте. Sinceramente, espero que este pueblo de mujeres y hombres valientes, resilientes y acogedores sea más conocido por todo el mundo y que tengan un futuro brillante y próspero. Conocer otras culturas y valorar nuestras semejanzas y aprender de nuestras diferencias es, creo yo, una forma de evolucionar y crecer como humanidad. Nos vemos. Rahmet. Сейчас становится все больше и больше случаев, когда казахи своим творчеством привлекают людей и открывают для них Казахстан. Вот так вот небольшая страна продвигается в разных частях мира, в Азии, Европе, в Америке, и это происходит в самых разных жанрах. Оркестр народных инструментов выступает и срывает овации в Америке. Там же Димаш, казахский певец, выступает на инаугурации американского президента. Дуэт дамбристов получает первое место на конкурсе, а казахстанский диджей Иманбек вообще получает первый в истории стран СНГ Грэмми в категории неклассической музыки. Да даже дети на Евровидении. Пока все хотят спеть на международном языке, казахи на родном языке всегда подчеркивают хотя бы один куплет. Для меня этот народ открылся с очень душевной и теплой стороны. Люди честные, открытые, энергичные, деятельные, обстоятельные, очень умные, проницательные и, конечно, невероятно мелодичные. Вы знаете, 3 года мне потребовалось для того, чтобы влюбиться в эту страну окончательно. И я так рад, что у меня очень много друзей теперь есть в Казахстане. И люди постоянно зовут и приглашают в гости. И я мечтаю, конечно, оказаться там и воочию увидеть всех тех людей, о которых так сильно наслышан. Что действительно меня поражает и привлекает в казахстанцах, это то, как они бережно сохраняют свою культуру, как они чтут традиции и стараются все это передавать из поколения в поколение. Для меня это до сих пор остается большой загадкой. Я не понимаю, это, мне кажется, какое-то упущение, что я настолько тесно и плотно узнал про Казахстан только, к сожалению, в 30 лет. Ну что, друзья, мы сегодня немного узнали, чем же цепляют казахи людей из самых разных культур. И я думаю, что я также полюбил эту страну за ее открытость, за честность людей, которые там живут, и за какую-то внутреннюю свободу. Тронуло упорство. Казахи никогда не падают духом. Они всегда идут вперед, неважно, какие препятствия стоят у них на пути. И, возможно, именно их упорство и целеустремленность приносят им успех. Есть какая-то хватка, какая-то неимоверная мотивация пропагандировать родной язык, родную страну, свои традиции. Вот, например, Димаш регулярно приглашает в гости в Казахстан. Иманбек в открытую заявляет о том, что он казах. Двое дамбристов поражают американцев народными инструментами. Любовь к своей стране, к традициям, внутренний патриотизм и упорство помогают казахстанцам проявить себя. А миллионы людей на это смотрят и восхищаются. У меня такое чувство, что казахи любят свою страну больше, чем я свою. Хотя я также люблю свою родину, но мне кажется, мне надо еще поучиться этому у наших братьев-казахов. Да и вообще, тренд, который сейчас задают казахи, он очень правильный. Казахстанцы пытаются объединить вокруг Казахстана весь мир. И на мой взгляд, это верный путь. Мы же видим, к чему приводят разделение планеты на множество маленьких гордых государств. Мое мнение, людям всех стран нужно объединиться. Только так мы сможем решить множество проблем. И наша цивилизация, наконец-то, сможет шагнуть на следующий этап развития. Поэтому сейчас мое желание, чтобы о Казахстане знали все. И я уверен, что с такими темпами мое желание сбудется непременно.